Белый дом давит на Евросоюз из-за замороженных российских активов. Кому они все-таки достанутся? Лукашенко разместил в Беларуси 360 тысяч российских солдат и требует от Путина ни за что не отдавать Крым. Теперь все сами. Фон дер Ляйен призналась, Европа больше не может рассчитывать на защиту со стороны США. Российская нефть уже дешевле воды, $40 за баррель, то есть 25 центов за литр. Что будет с экономикой России? Роскосмос обещает, что еще полетает и до февраля отремонтирует стартовую площадку «Союзов» на Байконуре. Квартиру отдать владелице, Долину выселить. Российский Верховный суд поставил точку в скандальном деле. Здравствуйте! Здесь только то, что важно и то, что влияет на всех нас. Подпишитесь на канал «Один день». С вами я, Андрей Данилевич. В случае отказа Украины и Запада от мирных переговоров боевые действия будут продолжены, а Россия будет добиваться заявленных территорий военным путем. Об этом заявил Путин, выступая перед военными на расширенном заседании коллегии министров обороны России. Также он назвал заявление в Европе о подготовке к большой войне с Россией истерией и сознательной ложью. Цели специальной военной операции, безусловно, будут достигнуты. Мы предпочитали бы делать это и устранить первопричины конфликта с помощью дипломатии. Если же противоборствующая страна, их зарубежные покровители от разговора по существу откажутся, Россия добьется освобождения своих исторических земель военным путем. Сегодня мы видим, что геополитическая ситуация в мире продолжает оставаться напряженной, а в ряде регионов становится просто критической. Страны НАТО активно наращивают и модернизируют наступательные силы, создают и развертывают новые виды оружия, в том числе в космическом пространстве. При этом в Европе людям вбивают в голову страхи по поводу неизбежного столкновения с Россией. Мол, надо готовиться к большой войне. Разного рода деятели, которые вроде бы занимали или занимают до сих пор ответственные посты, о своей ответственности, похоже, просто забыли. Они руководствуются какими-то сиюминутными, личными или групповыми политическими интересами, а только не интересами своих народов. И все больше повышают градус истерии. Уже неоднократно говорил, это ложь, бред, просто бред о какой-то мнимой российской угрозе европейским странам. Но делается это вполне осознанно. Правда в том, что Россия всегда в самых сложных обстоятельствах, что называется, до конца, пока есть хоть малейший шанс, стремилась находить дипломатические развязки противоречий и конфликтов. И ответственность за то, что эти шансы не были использованы, целиком лежит на тех, кто уверовал в то, что с нами можно говорить языком силы. Мы и сегодня выступаем за выстраивание взаимовыгодного и равноправного сотрудничества с Соединенными Штатами и с европейскими государствами, за формирование единой системы безопасности во всем евразийском регионе. В Белом доме состоялся ханукальный прием, во время которого Дональд Трамп подвел итоги своей политики на Ближнем Востоке и вспомнил заслуги спецпосланника Стива Уиткофа. Президент США заявил, что рассчитывает на скорое завершение войны в Украине по тому же принципу, как, по его словам, удалось добиться прекращения огня вокруг Израиля и Газы. Но Стив – отличный переговорщик. И я заметил в нем одну вещь. У него потрясающая личность. Он был риэлтором в Нью-Йорке. Он знал гораздо меньше о реках, границах и всем остальном в России, и в тех разных местах, где он работает. Он ничего об этом не знал. Но я понял это за 20 лет, имея дело со всеми в Нью-Йорке. Я сказал, что у Стива лучшая личность. У меня есть и другие отличные переговорщики, но с ними, прежде чем договориться, приходится пройти через Третью мировую войну. Нам этого не хотелось. Я сказал, Стива любят все. Он отличный переговорщик, и его все любят. И так в итоге и получилось. Люди любят Стива, и я думаю, мы будем довольно близки. Я считал, что самым легким конфликтом для урегулирования будет Россия. Украина, потому что у них хорошие отношения с Путиным. Этого никогда бы не произошло, если бы я был президентом. И этого не происходило 4 года.
Путин это понимал. Этого бы никогда не произошло. Но Стив проделал фантастическую работу. Он любит Израиль и сделал отличную работу. Так что мы сделали Израиль, мы добились мира на Ближнем Востоке. И у нас настоящий мир. Тем временем в американский Сенат внесли двухпартийный законопроект о санкциях против российской нефти. Об этом сообщила посол Украины в США Ольга Стефанишина. В случае утверждения документа Дональд Трамп в течение 90 дней будет обязан ввести ограничения против лиц, привлеченных к импорту нефти из России. В Кремле заявили, что официальных уведомлений или деталей о возможных новых санкциях пока не получали. Ждете ли вы на этой неделе приезд в Россию Стива Уиткофа? Нет, на этой неделе это не планируется. Мы ожидаем, что по мере готовности наши американские визави проинформируют нас об итогах работы с украинцами и с европейцами. Разумеется, господин Уиткоф, он член команды Трампа, и он реализует линию своего президента. Но с каждым новым контактом мы исходим из того, что он имеет возможность лучше понять нашу позицию по наиболее актуальному вопросу. Это все выяснится после того, как мы посмотрим на те документы, которые родились в результате обсуждения американцев с европейцами, с украинцами. Вот сейчас я бы не стал делать какие-то прогнозы, давать какие-то даты. Мы сейчас никакие не в целом темы или отдельные пункты мы обсуждать не будем через прессу. По военным контингентам иностранным на территории Украины наша позиция хорошо известна. Она формулировалась и президентом, и на других рабочих уровнях. Вот. Поэтому она хорошо известна, она абсолютно последовательна, понятна. Вот. Но, опять же, это предмет для обсуждения. Нет, мы этих сообщений пока не видели. То, что в ряде кабинетов в Вашингтоне такие планы есть, об этом хорошо известно. Любые санкции вредят делу налаживания. Ключевая роль в прекращении войны в Украине сейчас принадлежит Дональду Трампу и США. Об этом заявил самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью американскому телеканалу Newsmax, фрагменты которого опубликовало государственное агентство Белта. Он призвал как можно быстрее заморозить войну и предупредил, в противном случае война может перерасти в глобальный конфликт. Но президент Зеленский, он говорил, что война началась в 2014 году в Крыму. Грета очень хороший вопрос задала. Никакой войны в Крыму не было. Сегодня Зеленский и власти украинские говорят, что Крым украинский. Крым – это вообще жемчужина. Кому бы он ни принадлежал, это жемчужина. Это райский уголок. Они говорят, что война началась. Война, когда лоб в лоб с оружием в руках воюют две стороны. В Крыму не было ни одного выстрела со стороны украинцев, но россиянам зачем было стрелять, когда они заняли и освободили, как они говорят, Крым? Стрелять не надо было, потому что за Крым никто не воевал. За Крым никто не сражался, это было на моих глазах. Ни одного выстрела со стороны Украины. Аннексировали Крым. Можно говорить, аннексировали, можно освободить, можно захватить. Это философский вопрос, не в этом дело. Но если это твоя земля, ты почему не защищал эту землю? Украинцы ее отдали. Они ее просто отдали россиянам. Я когда-то об этом говорил, что там россияне поступили разумно еще. Они договорились с теми, кто должен был защищать Крым, и таким образом Крым фактически был сдан. Как закончится эта война? Любая война заканчивается миром. Классика. И эта война закончится миром. Чем раньше, тем меньше погибнет людей. Но как на самом деле Путину и Зеленскому достигнуть этого мира? Вы знаете, я думаю, что вот та обстановка, которая складывается вокруг этих президентов, их подтолкнет к тому, чтобы этот мир был. Ну что, россиянам нравится, что идет война? Конечно, нет.
Если будет эскалация, это может привести к мобилизации в России. Мобилизации, к еще большему вовлечению населения. Это будет хорошо для России? Не будет хорошо. Ну и потом, Путин мне часто об этом говорит, воюем-то друг против друга свои люди. Тут и психология, и многие-многие вопросы. Зеленский прекрасно должен понимать и понимает, что это может закончиться тем, что Украины не будет. И вот эти вот факторы, плюс давление Трампа на одного, на второго, давление внешнее, если не договорятся сейчас, это давление внешнее еще более усилится. Вот эти факторы, они давлеют над двумя президентами. И они понимают, что надо остановиться, надо договориться. Но должны быть гарантии. Россия хочет гарантии, чтобы это было навсегда. Я это знаю. Россия хочет, чтобы заключить такой мирный договор, чтобы никогда больше война не началась. В этом заинтересована и Украина. Трамп готов выступить гарантом этого. Но все есть. Поэтому надо интенсифицироваться, надо ускориться. И то, что Трамп поджимает, в данном случае больше украинского президента, потому что он не хочет идти на сделку, как Трамп об этом говорит. Почему не хочет? Потому что европейцы ввязались в это. И они ему нашептывают на ухо, что они будут помогать Зеленскому воевать. Ничего они не помогут. У них нет того ресурса, который есть у Соединенных Штатов Америки. Россия разместила в Беларуси группировку численностью около 360 тысяч военнослужащих. Об этом сообщает немецкое издание «Бильд», ссылаясь на заявление депутата Бундестага от ХДС и эксперта по безопасности Родериха Кизеветтера. По его словам, эти силы могут быть использованы не только против Украины, но и против стран НАТО. Москва, утверждает Кизеветтер, готовится к затяжному противостоянию и наращивает военный потенциал. Эксперт предупреждает, 2026-2027 годы станут самыми критическими за все время войны. Россия делает ставку на истощение – военное, экономическое и политическое. В материале «Бильд» подчеркивается, Европа входит в период повышенных рисков и больше не может откладывать решения по собственной безопасности. При этом эксперты отмечают, паника играет на руку Кремлю, но игнорирование угроз создает еще большие риски. Один день. Главное, что стоит знать сегодня. Станьте частью нашей команды, подписавшись и поддержав канал как спонсор. Для нас это очень важно, и мы благодарим всех, кто уже это сделал. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая в Европейском парламенте в Страсбурге, заявила, что Европа должна сама нести ответственность за свою безопасность и оборону. По ее словам, это больше не политический выбор, а необходимость, поскольку вчерашнего мира больше не существует. Также фон дер Ляйен подчеркнула, что на ближайшем саммите ЕС должен принять решение о финансировании поддержки Украины на следующие 2 года. Вчерашнего мира больше нет. У нас нет времени предаваться ностальгии. Важно то, как мы отвечаем на вызовы сегодняшнего дня. Мы не можем позволить, чтобы мировоззрение других определяло нас. Эпоха независимости Европы должна быть необратимой. И нам предстоит сделать еще больше. Мы должны идти дальше. Мы должны действовать быстро. И это особенно важно в сфере безопасности и обороны. Итог предельно ясен. Европа должна сама отвечать за свою безопасность. Это больше не вариант. Это необходимость. Я предложила 2 варианта для предстоящего заседания Европейского совета. Один основан на использовании активов, другой — на заимствованиях ЕС. Нам предстоит решить, каким путем идти. Но одно совершенно ясно. На этом Европейском совете мы должны принять решение о финансировании Украины на следующие 2 года.
Цены на российскую нефть упали до минимума с начала полномасштабной войны, сообщает Bloomberg. Сырье стоит чуть более $40 за баррель, на 28% меньше, чем 3 месяца назад. Падение цен объясняется усилением западного давления на торговлю российской нефтью, санкциями против Роснефти и Лукойла, а также общим снижением мировых цен. Эталонная нефть впервые с мая опустилась ниже $60 за баррель. Доходы от нефти и газа составляют около четверти бюджета России, поэтому падение цен и экспорта усиливает финансовое давление на Кремль и его возможности финансировать войну. Основные покупатели, такие как Индия и Китай, также сокращают закупки или требуют рекордные скидки. Российское космическое агентство сообщило, что ведутся работы по восстановлению поврежденной стартовой площадки на космодроме Байконур в Казахстане, которая является ключевой для российской космической программы. Ожидается, что объект будет снова готов к эксплуатации к февралю следующего года. Площадка была серьезно повреждена в ноябре во время старта корабля «Союз МС-28» с 2 российскими космонавтами и 1 астронавтом НАСА на борту. Хотя запуск прошел успешно, в Роскосмосе позже сообщили, что при осмотре после старта были обнаружены повреждения, в частности на сервисной кабине, платформе, расположенной под верхним уровнем. И площадку необходимо отремонтировать перед дальнейшим использованием. Хотя у России есть другие космодромы на своей территории, а на Байконуре есть и другие стартовые позиции. Поврежденная площадка номер 31 является единственной, способной обслуживать запуски ракеты «Союз» с экипажем, а также транспортного корабля «Прогресс», которые критически важны для работы Международной космической станции. Роскосмос сообщил, что более 130 человек работают над восстановлением площадки. Смены идут с 8:00 до полуночи. Все необходимые запасные части уже на месте и готовятся к сборке, после чего будут проведены испытания новой сервисной кабины. Работы по восстановлению сервисной кабины и стартовой площадки ведутся полным ходом, заявил заместитель генерального директора Роскосмоса Дмитрий Баранов. Согласно подтвержденному графику, площадка будет готова к первому запуску к концу зимы 2026 года. Верховный суд России признал право собственности Полины Лурье на квартиру певицы Ларисы Долиной. Иск Долиной об отмене сделки был отклонен, и решение вступает в силу немедленно. Это означает, что Долина, которая до сих пор фактически проживает в квартире, обязана ее покинуть. В противном случае Мосгорсуд будет вынужден рассмотреть повторный иск Лурье о принудительном выселении. Ранее суд первой инстанции и Мосгорсуд приняли сторону Долиной, признав сделку купли-продажи недействительной. При этом суд постановил, что певица не обязана возвращать Лурье деньги, поскольку продажа квартиры, по их версии, произошла под влиянием мошенников, которым впоследствии Долина отдала полученные средства. Дело вызвало широкий общественный резонанс. Многие комментаторы в соцсетях сочли ситуацию несправедливой. Законная покупательница осталась и без квартиры, и без денег. На фоне критики Лариса Долина заявила о готовности добровольно вернуть Лурье средства за жилье, однако окончательное исполнение решения Верховного суда теперь неизбежно. Ситуация стала одним из самых обсуждаемых событий недели в российском медиапространстве, привлекая внимание как поклонников певицы, так и сторонников защиты законных прав покупателей недвижимости. Спасибо, что смотрите и поддерживаете нас. Подписывайтесь, чтобы быть всегда в курсе главных событий.